От пациента. Продолжается ухудшение самочувствия, дисфагия, неприятное ощущение по передней поверхности шеи и области средостения. Попрошу описать две зоны мягкие ткани шеи и те области органов грудной клетки, которые попали в зону сканирования. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 38 лет. Дата исследования – 3 июня 2020 года. Область исследования – мягкие ткани шеи, средостения с контрастным усилением. Нативная фаза сканирования не представлена, что затруднило трактовку результатов сканирования. На серии МСКДа области шеи получено четкое изображение зоны исследования в аксиальной корональной сагитальной плоскости. Использованы трехмерные реконструкции. Анатомические пространства шеи хорошо дифференцируются. Заглоточное пространство, окологлоточное пространство, передняя и задняя шейная области не изменены. Носоглотка без патологических изменений. Щитовидная железа симметрична. Денситометрические показатели в артериальную и венозную фазу не изменены. Гортань не изменена, просвет ее не компримирован. Трахея без особенностей. Подъязычная кость структурна. Грушевидные синусы дифференцированы. Контуры голосовых связок четкие, ровные. Структура и размеры околоушных слюнных желез не изменены. Контуры их четкие. Дополнительных образований в надподсвязочном пространстве не выявлено. Сосуды шеи без видимой патологии. Обращает на себя внимание гипоплазия левого поперечного венозного синуса головного мозга. Его диаметр до 4 мм, справа до 11 мм. КТ-признаки умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. Сформирована кифотическая деформация шейного отдела позвоночника с вершиной в S5. Обращает на себя внимание двухсторонняя лимфоаденопатия. Во всех треугольниках шеи визуализируются множественные лимфоузлы размером до 19 на 11 мм с активным накоплением контраста. В левой гайморовой пазухе кисты диаметром 26 мм и 34 мм. Грудная клетка визуализирована до уровня дуги аорты. На этом уровне патологические образования включения не выявлены. В легких по задней поверхности пневматизация снижена за счет явлений гиповентиляции. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Заключение. КТ-картина лимфоаденопатии шеи, гипоплазия левого поперечного венозного синуса головного мозга, кисты левой гайморовой пазухи. Дегенеративно-дистрофические изменения, кифотическая деформация шейного отдела позвоночника. Рекомендована консультация невролога, лор-врача. КТ органов грудной клетки. Ассистент кафедры КМН. Котов Максим Анатольевич. Комментарий врача-рентгенолога. В шее у вас увеличены лимфоузлы, что может быть признаком воспалительного процесса. Менее вероятно поражение лимфоузлов за счет онкологического процесса. В той части грудной клетки, которая в зоне сканирования, образований нет, но есть снижение пневматизации легочной ткани. Этот момент также нужно прояснить. Вам имеет смысл сделать КТ грудной клетки без контраста для уточнения этого момента. Также есть у вас уменьшение диаметра левого поперечного венозного синуса. Жизни это не угрожает, но может давать головные боли, чувство тяжести в голове. С этим нужно обратиться к неврологу. В левой гайморовой пазухе у вас кисты с этим к лору. Записаться на консультацию невролога онлайн. Проводит платную консультацию невролог Панченко Наталья Николаевна. Врач восстановительной медицины, рефлексотерапевт, нутрициолог. Сотрудник кафедры лучевой диагностики СГМУС им И.И. Мечникова, Санкт-Петербург. Перед отправкой заявки на консультацию невролога онлайн ознакомьтесь с информацией. На блоге врача Панченко Н.Н. Вопросы по платной консультации невролога задавайте врачу в разделе «Контакты».